штат Небраска, в основном на полях соя и кукуруза. Больше никаких культур мы здесь не видим. Университет Небраска, ферма No-till. Приехали в научно-исследовательскую ферму, которая принадлежит университету штата. Здесь проводят исследования и опыты по технологии No-till. Здесь работает очень знаменитый исследователь Пол Яса. И он нам все здесь сейчас будет рассказывать, показывать. Очень интересно из первых рук получить информацию. Идемте, посмотрим, что нам расскажут, покажут. Paul is an agricultural engineer with the University of Nebraska. Пол является агротехником университета Небраски. And he's been working on this farm for Since 1978. На этой ферме он работает с 1978 года. And he'll introduce Stuart. Also back here trying to hide is Jody Satoff. Это Джоди. Сетов, он, правда, пытается спрятаться, но мы его нашли. Both Jody and Paul are on the board of directors with No-till on the Plains. Они оба у нас являются директорами ассоциации американской No-till on the Plains. Являются, в совете директоров состоят. And Jody works for an agribusiness company and is a crop consultant for farmers across Nebraska and Kansas. Джоди работает консультантом в сельском хозяйстве в штатах Небраски и Канзасе. Farm. Добро пожаловать к нам в гости. As the name implies, that it's a memorial to the Roджерс family. They donated it to the university. Эта ферма названа Мемориал, это как памятник, то есть в честь семьи Мемориал, в честь семьи Роджерс, то есть не в честь университета. And the one handout here just tells a little bit about the farm and what we're doing here. Здесь у нас информация, немного информации о ферме и о том, что мы здесь на ней делаем, какие исследования проводим. And the other handout is some yield data from some of the plots we will look at today. А здесь у нас данные как раз по урожайности, по тем участкам, которые мы будем посещать. Так, а где эти вторые данные? Also, we will look at the equipment that we use to seed the farm. Также мы увидим оборудование, на котором мы работаем, производим посев. While we are a university farm, we receive no university funds for operation. Everything we do here is paid for by what we raise on the farm. Так как мы являемся университетской фермой, то получается за все, что мы платим тем, что мы зарабатываем на ферме. So we have to. Дотации. Да, дотации мы не получаем от государства, то есть мы сами на самоокупаемости получается. So we have to make a profit in order to stay in business. Поэтому у нас нет выхода, мы обязаны просто получать выгоду, иначе мы не сможем остаться так на плаву. I think we'll go ahead and go inside and look at our seeding equipment. Я предлагаю вам пройти внутрь и посмотреть оборудование для посева. We have a row crop planter for our corn and grain sorghum and soybeans. Это у нас получается оборудование для посадки кукурузы, soybeans and what else? Corn. Grain sorghum and corn. И сорган и зерно. То есть кукуруза, зерновой сорган и 76 centimeter row spacing. 76 Centimeter. 30 inches. 76 сантиметров получается между рядами.
And for our cover crops, our wheat, and sometimes soybeans and grain sorghum, we have a drill. Это у нас рядовая сеялка, которую мы используем для пшеницы, иногда Для зерновой культуры. Это силка. для сока и для сои. And the roast Междурядье тут получается 90 сантиметров. Культура 90 сантиметров. 19 сантиметров. 19. 90 or 19? 19. 19. Преимущество на пшенице, иногда сога, иногда соя. What about this? What is it stand for? Fertilizer, liquid fertilizer. Это для жидких удобрений. А сразу вносите при посеве So you use it just immediately when you see? Seed, yes, fertilizer as we seed. Да. При посеве. What is Утяжелители What силы. kind of fertilizer? 1034O, nitrogen and phosphorus. Азот, получается, азот, фосфор. What are the figures? 1034 0. 10% nitrogen, 34% phosphorus, 10% азота, 34 фосфора, and 10. and zero Zero. of potassium. Ага, и 0% калия. Dry urea fertilizer is 4600. They may be familiar with dry urea, nitrogen fertilizer. Азотный получается, да? Сухие азотные Сухие удобрения идут азотные удобрения. под названием 4600. У них так цифрами называется удобрение. When it comes to no-till seeding, there are 4 principles I look at. Когда у нас касается дела посадки в системе No-till, у меня есть 4 принципа. First is to cut the residue. Первое, это у нас, чтобы остались пожнивные остатки. Разрезать? Пожнивные остатки. Разрезать. Second is to penetrate the soil to desired seeding depth. Затем нам нужно проверить глубину посева. Third, establish seed-to-soil contact. Третье, мы должны установить, получается, да, зерна так, чтобы у них был контакт с землей. Number 4 is close the seed V, protect the seed. Закрыть линию посева. So when we look at the planter, Посмотрите на это посадочное оборудование. step 1, cut residue is double disc opener. Это получается у нас двухдисковый сошник для того, чтобы разрезать пожнивные остатки. Двухфазный. The disc cuts the residue, opens the V for the seed. Получается, этот диск у нас разрезает остатки для того, чтобы открыть раздол, землю. Да. Second step, penetrate soil desired seeding depth. Второй, получается, у нас Установить желаемую глубину почву, да, для того, чтобы определить глубину, на которой мы будем сажать. These wheels gauge the seeding depth. Получается, у нас эти колеса устанавливаются, да, на ту глубину, на которой будет производиться посев. So to get the opener into the soil, we need springs, Для того, чтобы, получается, изменить, определить глубину посева, у нас тут есть пружины, да? Что это? Да. Пружины. the springs take weight from the toolbar and pull То the есть unit in the ground. они переносят вес оттуда на саму сеялку, и колеса устанавливаются. And to make sure we have enough weight, we added weight to force the opener in the ground. Это для того, чтобы, да, уверены, что достаточно веса мы перенесли, достаточно давления у нас в почве. Cut, penetrate. Number 3, seed-to-soil contact. Получается, номер 3 у нас контакт с почвой для семени. Underneath, Здесь внизу the keeping seed firmer that pushes the seed down into the soil. это у нас используется для того, чтобы придавить семя до почвы. Also, this wheel firms the soil around the seed to get seed-to-soil contact. Также, получается, для этого уже у нас используется и это колесо, чтобы придавить, чтобы придавить к земле семя.
Step number 4 is И четвертое. step number 4 is close the seed V. These bring in soil to close the seed V. Это у нас получается для того, чтобы закрыть борозду. So step 1, step 2, step 3, step 4. Перечисляют 4 шага. We like the international design for no-till. We also like the central seed hopper for plot work. Нам нравится то, как научил международный опыт. Международная силка. Да, международная силка научил. We have been using the international planter, Case International now, since 1981. Так, получается, мы используем силку Case International с 91 года. A competitor, fairly popular in the United States, John Deere. Тут у нас крайне популярная фирма John Deere. Again, the 4 steps. То же Discs. самое, 4 шага. Диски Discs to cut the residue. для того, чтобы разрезать пожнивные остатки. Depth control. Контроль глубины посева. Rather than springs, they have air bags, air Да, pressure. пружины для того, чтобы регулировать А давление. культушные подушки есть? Воздушные подушки. Да, они воздухом регулируют. Пневмо, да, да. Steps 3 and 4, seed to soil contact and close the CV, they do at the same time. И получается, что шаг 3 и 4 мы производим одновременно. То есть мы сразу придавливаем зерно и закрываем борозду. These wheels squeeze soil around the seed to get seed to soil contact. У нас эти два колеса, они придавливают зерна к почве для того, чтобы зерно имело контакт с почвой как можно ближе. Also, that soil closes the seed V. И получается, что почва закрывает борозду, в которой лежит зерно. It does not pack directly above the seed, so the seedling can come up. Но получается, что как раз эта вот линия закрытия, она не проходит прямо над семенами, чтобы семенам было легче произвести всходы. Again, we always think of the 4 steps when you look at a seeder. То же самое, когда вы смотрите сюда, вы видите те же самые 4 шага, которые необходимо совершить. We'll look at the crustbuster drill. Again, disc openers to cut residue. То же самое, рядовая сеялка, это у нас диски для того, чтобы разрезать пожнивные остатки. The openers are not all the way down right now. Получается, что они не на полную глубину у нас опущены, могут быть еще ниже. If this rotated all the way down, this wheel will be on the ground, those discs will be in the soil. Потому что если это сделать, то переднее колесо оно будет полностью в земле. So step number 2, Шаг номер 2. springs to penetrate desired seeding depth. Это у нас пружины для того, чтобы также определить глубину посева. Step 3, seed to soil contact. Wheel pushes on the seed. Шаг 3 у нас делать контакт с почвой. Для этого используются эти колеса, которые как бы поддавливают семена. And step 4, the wheel is wide enough to cave in some soil to close the seed V. И шаг 4 получается у нас данное колесо достаточно широкое для того, чтобы почву, да, как бы закрыть при давлении. And we will be going to the field. I will show you a crop growing that was planted with this. Как раз мы, когда будем производить осмотр поля, я покажу вам участок, на котором был произведен посев при помощи данной рядовой сеялки. And in another field, one that was planted with the international planter. А на другом, получается, поле мы увидим посев, который был произведен той сеялкой, To help keep it turning. для того, чтобы помочь вращению. Чтобы диск постоянно вращался. So the disc Yes. was turning all the time, yes? Yes. Да, вы правильно. Для того, чтобы диск постоянно крутился. Disc on one side. Вырезка на диске позволяет не тормозиться.
диску, Да, если... да, семена. Чтобы вот The notches help keep it turning. Да, помогает вращению поставить, чтобы было постоянное вращение. Thank you. это я ни разу не видел. Да, вырезано на дисках очень. Great Plains, принцип Great Plains. The same principle as Great Plains? Similar. Похоже, да, похоже очень. Great Plains is on a swing arm. Ну, там немного другая система. Great Plains, они стоят на Crestbuster. ставке, рычаги какие-то, да? Мгм. Crestbuster is on a parallel linkage. Да, а это получается на параллелограмме. Да. With the parallel linkage, the opener and wheel stay in true contact. Но в данной ситуации, получается, тут больший контакт, больше они сопоставляются, да? Мгм. On the swing arm, А, the wheel may not follow the opener. а на рычаге они недостаточно правильно, да, копируют друг друга. А глубина заделки? What is the depth of the seed? Depends upon the crop. Ну, зависит от, да, от культуры, да. Можно спросить? I plant wheat. Where is it? Depth adjustment. Подскажите, пожалуйста, а есть разница между... Вот вы остановили свой выбор именно на дифазных расположениях дисков, а если использовать обычные... And why do you use two discs? Эти дифазные... Two disc Если openers. использовать не To make дифазные, a а просто... clean seed V to place seed properly. Но это используется именно этот вид для того, чтобы как можно точнее зерно посадить в определенное место. Глубина кукурузы заделки на какую? Нет, вы дюймах. не правильно, наверное. Я не знаю, как объяснить. Просто есть вот такой же сошник, но только диски стоят как там, на той сеянке. А это... He means the same disc Они, opener, эти совмещены, а есть but рядом. discs are not like this. Ну покажите, как они. Это, Discs are not like this here. вот эти смещены, дифазные, получается, диски, да? А на джондировском сошнике они But рядом. John Deere has discs like this. John Deere is side by side. Да, Case International and Crestbuster are like this. Почему именно так? это Case International и Crossbusters также расположены диски. Получается, позволяет лучше резать, да? It's just for better cutting of the resident, no? Personal preference. The company preference. Kinsey. Это зависит просто от специфики, от То есть предпочтений, да. одинаково будет, что какой резать It сошник, doesn't matter. Doesn't matter. без культера. Да, это не имеет какого-то там существенного значения. Kinsey, Agco, John Deere, side by side. Kenzie и John Deere. В таком положении диски находятся, disc openers, right? Disc openers. Crestbusters, Case International, А Landau. Crossbusters, Case International в таком положении находятся. Just difference in companies. А вот можно ли джондировский диск использовать Can we use без переднего культера, без переднего турбодиска? Can we use John Deere without the front? Yes. The colder is not necessary. Это не That one is ready for no-till. That John Deere over there. Тот John Deere, который вот вы видели, он как раз готов для работы именно по системе No-till. Kansas. Produced in Kansas. Produced in Kansas. Да, сделано в Канзасе. And the company is also here. In Kansas, yes. The company is in Kansas. Американская компания находится, производство все в Канзасе. Put it back where it belongs. Вернул на место, чтобы не забыть. Also, when we seed, we Когда use, мы сажаем, we use the liquid fertilizer with the seed. мы одновременно с посевом используем сразу же жидкие удобрения. Likewise, on our planter for corn, we put fertilizer with the seed.
То же самое и с сеялкой для кукурузы. Мы также сразу вносим вместе с семенами удобрения. Тоже жидкие. It is Also liquid. liquid. Да, да. It is a low rate of fertilizer. We call it a starter to get the plant started. Там достаточно низкое содержание веществ. Мы называем его как стартер, да? То есть просто для начала роста. The rest of the fertilizer we put elsewhere. Остальные, получается, удобрения, которые мы вносим, они у нас Elsewhere in the soil, not with the seed. мы их уже вносим в почву, но не с семенами. Сухие уже. На поверхность почвы. They are dry or liquid. Actually, we use dry, liquid, or gas, depending upon the crop. Мы используем 3 вида, получается, сухие, жидкие и газообразные. Да, это зависит просто от культуры. Принципиально, что они и тут на поверхность прямо их вносят, не заделывают, да, вот уточнить. Our wheat receives a dry 4600 urea fertilizer. This one, You're right. nitrogen. Nitrogen. Получается, вот это вот азотное удобрение, о котором мы говорили, 4620, оно используется для пшеницы, сухое. We also This is Вопрос dry. он задал. dry. Вы не поняли вопрос. На поверхность или в почву? Они на поверхность, вот его прям поверху разбрасывают, Или заделывают. или заделывают, да, почву. So, you use it just in the depths of the soil or soil surface. на поверхности? А и потери, вот нам говорят, что, как бы, что испарение азота, что мы теряем удобрение при таком способе. In Russia, it is believed that when we use this kind of fertilizer, we have big losses of You will. the, If you put it on in February or March, losses are very minimal. но если вы вносите, получается, в феврале либо в марте, то да, тогда потери Минимальные. Да, минимальные. Because the air temperature is low, Так как температура низкая, да, как вы уже сказали, and the chance of rain to put it in the soil is high. и есть возможность, вернее говоря, есть высокая вероятность того, что будет дождь, и как раз вместе с дождем все эти вещества питательные попадут в почву. If you put it on in June, temperature is high and not much rainfall, losses are high. Ну и, соответственно, если вы попробуете сделать то же самое в июне, температура высокая, осадков меньше, и да, и шансов... А почему жидкие удобрения как стартовые используют? Почему And why do you use liquid fertilizers as a starters? Why liquid? Convenience. Удобно, просто из-за удобства. Very easy to deliver the liquid with minimal soil disturbance. Так как очень легко доставить именно жидкое удобрение, при этом минимально травмируя почву. Ну, а также сухие удобрения можно доставить. But the same with the dry fertilizers. Сухие пока растворятся в почве, а тут уже... Нет, давайте не отвечайте за него, пожалуйста. Very little dry fertilizer used as starters in the United States. В Соединенных Штатах вообще такая ситуация, что в принципе в качестве стартеров мы используем You can sell any достаточно dry мало starter? именно сухих удобрений. Do you В sell основном any dry жидкости. starter? Вопрос, почему? But mainly liquid? Мы понимаем, что есть ситуация. The question is why? Cost and convenience. Еще и получается цена. Сразу. Not only convenience, but convenience and expenses. Кроме цены нет никаких больше. Кроме цены нет никаких Only больше the price резонов. or maybe some other reason. It's convenience. It's easy. Просто удобнее и легче, и плюс еще и дешевле. Температура почвы посева кукурузы зависит, какая температура начинает сеять или нет. Когда начинаем? Пришли агротехнические сроки, So when do you see the work? Is it important to pay attention to the temperature of the soil? We don't. We look more at the calendar. Жидкий по вот этим подаем? Мы не ориентируемся на температуру, мы именно сеем по посевному. А что глубина заделки семян. На посевной календарь, на время просто Не на принятое для время посева. пришло, да, Да. А глубина заделки семян. What is the depth that you seed corn? Corn, Yes. 3.5 inches. Так. Это дюйм,
дюйм 2,5 сантиметра. Соответственно, у нас получается... Дюйм 2,5, Дюйм. Это 3,5 дюйма, 7,5 1 дюйм у и нас... 1,5. На 10. На 8 сантиметров все. 8,5, да, где-то в среднем получается. Около 8,5. Дюйм с половиной? Где-то примерно на 8,5 сантиметров, 3,5 дюйма, ну, грубо мы посчитали, это где-то 8,5 сантиметров. Ну, 8,7. 8,7. У нее ширина захвата 5, да? Сразу, пока не зашли. Is the question? Вот февральское внесение азота, они сразу полную норму вносят. So when you use nitrogen in February, do you just use the full norm of it? Of nitrogen, or divide it? On our wheat, we divide it. На пшеницу мы делим. In February, we put on half, В феврале половина вносится. and in early April, we put the other half on as liquid UAN solution. А получается, ранее апрель мы уносим другую половину, но в жидком уже виде. And we use liquid then because we put the herbicide with it, save a trip. Так, мы используем, получается, именно жидкое удобрение, потому что вместе с ним удобнее вносить гербициды. That is for our wheat. Это касается именно пшеницы. Совмещают? For our grain sorghum and corn, we use anhydrous ammonia gas. Получается, а для сорга и для кукурузы мы используем газообразный. Безводный аммиак. And that is our applicator. Вот получается у нас да? Оборудование. Оборудование, да, это для внесения удобрений. A coulter to cut the residue, and a knife to put the fertilizer below the soil surface. Получается, чем больше мы разрезаем пожнивные вот эти вот остатки, тем лучше вносится удобрение. Anhydrous ammonia gas Получается, это у нас поздний апрель, либо поздний март, начало апреля. Фаза развития It is for corn and soy. grain sorghum. Да, и для зернового сорга, да. Фаза кукурузы. Фаза какая? Сколько листьев? Да, Before planting, a month before planting. месяц до посадки. We have a soil that can hold the nitrogen. И получается, что в таком как бы случае у нас есть почва, в которой содержится достаточное количество азота. If we had a sandy soil, then I would have to put on multiple shots, multiple applications. И получается, если у нас в почве содержится достаточное количество песка, тогда мы делаем как бы много мест у нас внесения удобрений. Чаще? Да, чаще они делают проколы для того, чтобы чаще вносить удобрения, если почва песчаная. У них еще инъектор есть. Do you have injector to fly? Нет, аммония. This does. Нет, но его можно... And I have a liquid Дисками. injector over there. А вот, получается, там у нас оборудование для внесения именно жидких, да. About 6 inches. Ага, так, 6 дюймов, около, да, где-то около 20 сантиметров. И какой нормы? Approximately 20 centimeters. What is the norm of ammonia? Ну сколько это норма? Как? How do you use it? What amount do you What amount? per acre? Depends upon yield goal. It depends on how much yield you want. Это зависит от того, какую урожайность вы хотите получить. Да, планируете получить, поэтому часто We apply about 150 kilograms per hectare. мы вносим примерно это 150 килограммов. Да. А как же принцип того, что чем меньше мы почву трогаем, No-till вообще нельзя трогать почву, а мы ездим вот Режем, да? эквалайзером. Вы уж вообще хотите. И удобрять и не резать. Все самолета нет. When this runs in wheat stubble, you cannot see the mark. There is no mark. То есть получается, что когда данное оборудование проезжает по стерне, которая остается, да, по пшенице, вы даже не увидите следа, да. There is no tillage. This То есть does, нет, обработки нет никакой. these seeders do more tillage than that does. Да, тут же не То есть переворачивается. получается, что даже вот это вот оборудование, которое мы уже предварительно посмотрели, оно и то делает больше
обработки, да, вмешательства, чем данный вид получить. Вот сейчас мы посмотрим оборудование для внесения жидких удобрений. Там долото, а здесь диск. Come this way. This one is built for research. Именно это оборудование построено именно для того, чтобы производить исследования. I can put on 3 different products depending upon the research. То есть я могу сюда внести 3 различных продукта в зависимости от того, какой вид исследования мы сейчас хотим провести. A high rate of a liquid fertilizer, Получается у нас это для жидкого удобрения. a low rate of liquid fertilizer, in this Получается tank, для высокого содержания веществ, это для низкого содержания, да, для микроудобрения. and the anhydrous gas is not on here right now, it's missing. И это получается у нас для внесения газообразных удобрений, но сейчас вы его не можете, его здесь нет, вы его не можете увидеть. Again, a large disc to cut the residue, cut the soil. Вот, посмотрите, это большой диск для того, чтобы разрезать сухожнивные остатки. A knife behind the disc to deliver the fertilizer. Нож, получается, перед диском для того, чтобы... За диском. Нож за Да, диском. за диском. Чтобы внести удобрение. Да, для внесения удобрений. Все правильно. And the wheel behind to seal the gas. А получается, вот это колесо, которое сзади для того, для внесения газообразных. About 3 to 4 inches. 10 максимум. Да, 3-4 дюйма, не более. This one has twice as many openers. Получается, это оборудование имеет в 2 раза меньше у нас дисков. So the amount of fertilizer per opener is only 1/2. Поэтому, получается, количество у нас удобрения на сошник, да, And since на it's, диск в половину меньше у нас. since it's only 1/2 the gas, I can go shallower and still seal the gas in. Так как у нас получается в половину меньше газа, я могу сделать разрез и внести еще. The gas is pooled in a tank behind. Получается. Газ, да, у нас находится В прицепном да, в прицепном танке. танке, который находится сзади. Да, цепляется сзади. But again, the disc opener does minimal soil disturbance. Получается, это у нас диск, который минимально травмирует почву. The knife is so narrow, it does no tillage. И нож, он настолько узкий, что он практически никакой обработки почвы он не производит. Да, он очень низкий, он очень узкий, практически за ножом прячется. This one we do not use for the general production of the farm, only for demonstration and research. Это оборудование у нас используется только для демонстрации и для исследовательских целей, но не для работы по посеву, да, в поле, которое мы производим здесь на ферме. Какой комбайн здесь, на этой ферме?